Намеренное затопление фрегата «Гетман Сагайдачный». Это многоцелевой корабль военно-морских сил Украины, был заложен в 1990 году, спущен на воду в 1992 году, включен в боевой состав ВМС Украины 2 апреля 1993 года. Корабль был заложен 5 октября 1990 года как сторожевой корабль «Киров» на Эллингу судостроительном заводе в Керчи по заказу морских частей пограничных войск КГБ СССР. Был 8-м кораблем этой серии. Отличием от базового проекта было оснащение корабля активными успокоителями качки. Спущен на воду 29 марта 1992 года. В июне того же года правительством Украины было принято решение о достройке корабля для военно-морских сил, формирование которых только началось. Кораблю было присвоено имя «Гетман Сагайдачный» в честь гетмана реестрового казачества и войска Запорожского Петра Кононовича Конашевича Сагайдачного. Включен в боевой состав ВМС Украины 2 апреля 1993 года. 4 июля 1993 года на флагмане военно-морских сил Украины был торжественно поднят военно-морской флаг. Флаг командиру корабля капитану 3-го ранга Владимиру Катушенко вручил первый командующий ВМС Украины вице-адмирал Борис Кожин. В июне 1994 года корабль совершил официальный визит во Францию, во французский город Руан на празднование 50-летия высадки союзных войск в Нормандии «Армада Свободы». Там он стал одним из популярнейших кораблей, его посетили более 10 тысяч гостей. После завершения праздника «Армада Свободы» на обратном пути к берегам Родины Гетман Сагайдачный провел успешные учения с французским вертолетоносцем «Жанна д'Арк». 3 марта 1995 года фрегат «Гетман Сагайдачный» начал первый в новейшей истории ВМС Украины поход в Индийский океан. Тогда он успешно совершил плавание в непростых навигационных условиях, связанных с проходом и интенсивным судоходством. Во время похода украинские военные моряки прошли Суэцкий канал и совершили мероприятие в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Там проходила выставка вооружения IDEX-95, на которой свой первый шаг к мировому рынку торговли оружием и военной техникой сделала и Украина. Также при переходе в Красном море экипаж корабля успешно выполнил курсовое задание К-1, которое, как говорится, является путевкой для выполнения всех задач в море. В том же году корабль посетил порт Варна, Болгария, и Специя, Италия. В 1996 году совершил первый трансатлантический поход во главе отряда кораблей ВМС Украины в США в порт Норфолк. Тогда же совершены деловые визиты дважды в порты Гибралтар, Великобритания, и Понта-Делгадо, Португалия, на Азорских островах. С 29 июля по 1 августа 1996 года участвовал в учениях Море-96. В 1996 году посетил Поти, Стамбул и Варну. В июне 1999 года совершил официальный визит в составе отряда кораблей ВМС Украины в Израиль в порт Хайфа. С 2000 года по 2004 год самостоятельно и в составе групп кораблей посещал разные порты Турции и Болгарии. В сентябре 1999 года участвовал в учениях «Дуэль-99». В 2008 году корабль в течение 3 месяцев принимал участие в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия в Средиземном море». С 22 августа и по 21 декабря 2012 года находился на плановом ремонте в ПАО «Севастопольский морской завод». Предприятие провело плановый доковый ремонт корабля, текущий и поддерживающий ремонт ракетно-артиллерийского вооружения, радиотехнического вооружения, ремонт внутренних помещений судна. Согласно достигнутым договоренностям в рамках военного партнерства Украины с НАТО запланировано, что в период с сентября 2013 года по январь 2014 года украинские силы и средства будут привлекаться к выполнению задач в составе антипиратской операции НАТО «Океанский щит».
Предполагается, что в район операции отбудет фрегат ВМС «Воскресение Украины» Гетман Сагайдачный вместе с палубным вертолетом К-27 и группой специального назначения смотровой командой. Неоднократно принимал на своем борту высших государственных деятелей: президента Украины Леонида Кучму с 1996 по 2001 год, президента Российской Федерации Путина в 2000 и в 2001 году, президента Украины Виктора Ющенко в 2005 году и президента Украины Виктора Януковича. 14 марта 2014 года корабль столкнулся с военно-морской группой российских кораблей в украинских территориальных водах. Когда фрегат подошел к группе, они вышли в международные воды. С марта 2014 года фрегат базировался в Одессе. В ноябре 2014 года судоверфь «Украина» Одесского морского порта начала ремонт одного из важных узлов Гетмана Сагайдачного. 9 сентября 2016 года малые бронированные артиллерийские катера Ю-174 «Акерман» и Ю-175 «Бердянск» на учебных стрельбах в сопровождении фрегата Гетман Сагайдачный обнаружили российский противолодочный корабль «Сметливый борт». Фрегат Гетман Сагайдачный поставил дымовую завесу, под покровом которого катера подошли ближе к русскому кораблю, разделились и взяли его в полуобхват. Сметливый был вынужден отступить. В 2017 году был произведен доковый ремонт на Ильичевском судоремонтном заводе, а затем планировалась модернизация корабля. В ноябре 2017 года Министерство обороны Украины заключило соглашение с ЧАО «Кузница» на рыболовном контракт на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате F-130 Гетман Сагайдачный. Во время модернизации по проекту на фрегате планировалось заменить радиолокационную станцию, установить автоматизированную систему боевого управления «Контур», системы управления огнем, копье Кай-Протазанка и другое оборудование. Утром 2 апреля 2018 года Гетман Сагайдачный покинул практическую гавань Одесского порта и вышел в море для проведения совместных маневров по программе ПЭСОКС вместе с турецкими корветом «Байкада» и фрегатом «Салихрёйс», гостившим в Одессе с 30 марта украинские территориальные воды, чтобы продолжить свои учения «Морская звезда». В 2021 году на модернизацию флагмана ВМС Украины фрегата Гетман Сагайдачный планировали выделить 436 миллионов гривен. В эту сумму также включен ремонт корабля. В частности, должна быть модернизирована для выявления надводных целей МР-750 фрегат МА. Проводило эти работы государственное предприятие «Квант Радиолокация». 3 июля 2021 года зашел на ремонт флагман Гетман Сагайдачный на судостроительно-судоремонтный завод «Небулон» в Николаеве. В конце 2021 года было подписано соглашение с госпредприятием «Опытно-проектный центр кораблестроения», который входит в состав ДК «Укроборонпром». Во время российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года фрегат находился на ремонте в порту Черноморского судостроительного завода в Николаеве. 3 марта 2022 года фрегат был частично затоплен, как заявляют местные жители, чтобы им не могли воспользоваться враги. Власти Украины подтвердили, что военные моряки затопили в порту Николаева флагман ВМС Гетман Сагайдачный. Сообщается, что это было вызвано необходимостью. Центр утверждает, что после войны украинские власти быстро поднимут и восстановят корабль.